случае, если у вас высокое давление, то вам подходят теплый душ или горячий душ. И уже закаливание, ну закаливание тоже, но я считаю просто, что заболевание гипертония это фактически заболевание инсулина подкожного. То есть если у человека гипертоническое заболевание, то у человека обязательно будут где-то в большом количестве жировые отложения. Если убрать жировые отложения и убрать подкожный инсулин, особенно в области живота, то у человека исчезает гипертония. Почему я так думаю? Это исследование такое, оно очень нестандартное. Оно проводилось группой врачей, скажем так, индивидуально занимающихся наукой, как бы нецелесообразно занимающихся, то есть не зарабатывающих на этом каких-то денег. И группа ученых, которые занимаются липосакцией у женщин, обратили внимание, что после того, когда у женщины устраняют часть жировых клеток с области живота и бедер, то после этого или после многократного использования липосакции исчезает гипертоническое заболевание. И это было не один раз. То есть начали обращать на это внимание. Ну и гипотеза возникла как бы сама под собой образовывающаяся. А что есть в жире у человека? А в жире у человека обычно скапливается инсулин. И самое большое количество инсулина как раз находится в жировой прокладке или в жировой ткани. И когда человек убирает эту жировую ткань, то у него исчезают в дальнейшем вот такие проблемы. Также сейчас уже говорится о том, что именно переизбыток инсулина приводит к накоплению кальция в гладкой мускулатуре. Кстати, одна из разновидностей, вот смотрите, обычно гипертонию лечат следующим образом. То есть человек гипертонией болеет. И у человека спрашивают, скажите, у вас, или измеряют давление ему и начинают обращать внимание, у него систолическое давление выше или диастолическое. Систолическое это первая цифра, допустим, там 130, а вторая диастолическая это второе давление, там 90, допустим, а норма 120 на 80. И как обращают на это внимание и чем лечат. В случае, если систолическое давление у человека повышается, это говорит о том, что ему необходимы препараты вазодилататоры. То есть это препараты, которые будут расслаблять гладкую мускулатуру сосудов или мышц. Мышцы это гладкая мускулатура, это наше сердце. И обычно назначают бета-аденоблокаторы. В случае, если у человека систолическое давление высокое, назначают бета-адреноблокаторы. Не адено, а адреноблокаторы, извините. В случае, если диастолическое давление высокое, то человеку начинают назначать препараты, которые мочегонные, далее препараты, которые уменьшают содержание кальция в гладкой мускулатуре. И когда, допустим, мы смотрим на людей, которые говорят о том, что, допустим, употребление кальция может привести к накоплению кальция в гладкой мускулатуре, не верьте, это все не так. И, конечно же, лечат систолическое давление адреноблокаторами, а диастолическое давление снижают мочегонными препаратами и путем депонации кальция из гладкой мускулатуры. Так вот, вот этот кальций обычно, который мы употребляем, он нам необходим более для выработки гормона кортизол, для правильного функционирования наших надпочечников. При климаксе, при артритах, при ревматоидных артритах, полиартритах, остеопорозах нам необходим кальций. Не стоит бояться принимать препараты, которые являются антагонистами кальция, принимая при этом кальций. Потому что это препараты, которые, вернее, при этом эти вещества, они между собой несовместимы. Это все работает совершенно по-другому. Ладно, заговорился.